Всем привет, с вами я, Мастер Алекс. Итак, дорогие друзья, сейчас я хочу вам показать некоторые комментарии. Вот. Некоторые подписчики думают, что я решил похайпиться. На самом деле, это действительно тяжелая ситуация. Представьте, что вы находитесь дома, а под вами сверлят целый день. Это очень тяжелая ситуация. И это далеко не хайп. Дорогие друзья, очень многие подписчики писали, что мы должны бабушку взять с собой. Мы это сделали. Теперь бабушка находится на даче. Но понимаете, в чем проблема? С собой взяли, но решить проблему, где она живет, мы не смогли решить, потому что они сверлят и сверлят. Во-первых, будет похолодание, скоро осень. Во-вторых, у бабушки есть поликлиника, то есть будет ходить к врачу. И это по-любому должно решиться проблема. Просто понимаете, что через 2 недели и снова ей придется поехать в Москву. И вторая причина. Бабушка привязана к поликлинике. То есть постоянно вызываем скорую помощь, чтобы спасти ее. Но представьте, если будет на даче, то вызвать скорую помощь гораздо сложнее, и все может закончиться печально. Да, ладно, давайте думать о грустном мы не будем. И я хочу вам показать, что вообще творится у нас на даче. Очень многие подписчики попросили, чтобы я вам показал и тыквы, и кабачки, и все, что у нас растет. И я выполняю обещание. Берем нож, режем тыковки, кабачки, собираем, потом взвешиваем. И мы хотим узнать, какой самый тяжелый кабачок у нас будет. В прошлом году мы измеряли самые длинные кабачки, самые большие тыквы. Но в этом году почему-то в длину перестали расти. Но они такие тяжелые, что мама дорогая. Я вам как раз дал хорошую мотивацию досмотреть ролик до конца. Будет интересно, я вам обещаю. Приятного просмотра. Ты думаешь, сколько килограмм весит? 1,5. Двоечка. Да, я временно держу петличку, ничего страшного. Итак, давайте я вам расскажу интересную историю. И опять большой кабачок вырос среди тыкв. И даже не один, а штук 15. Наконец-то я срезал кабачки. Итак, сейчас мы будем взвешивать и также измерять кабачки. Самый тяжелый это вот этот. Ага. А ты как считаешь? Я всегда болею за этот кабачок. Я считаю, он и самый длинный, и в то же время самый тяжелый. Ну что, начнем с малого. Маленький кабачок, к сожалению, проиграл, но ничего страшного. 31. А весит 2 килограмма. Я был близок, и я уже зарабатываю 1 балл. А мама, к сожалению, 0. Ну давай поспорим об этом кабачке, вот об этом, о моем самом любимом. Я так думаю, что вот этот кабачок 40 сантиметров и весит 4 килограмма.
Я считаю, весит 3 килограмма 750 грамм, а рост 42 сантиметра. Так. 38. 38, я была ближе. Я ближе. Ты ближе. 1-1. 1-1. Но все равно толстый кабачок. У тебя теперь 2, у меня 1. 2-1 в твою пользу. Согласен. Дорогие друзья, я решил вам показать, какие тыквы у нас растут. Конечно же, мы видим тыкву гигант, весит 4 килограмма 100 грамм. Ну и также я вам покажу другие тыквы, какие у нас растут. Смотрите. Да, тыква оборвалась. К сожалению, хвост маленький, я думаю, это не так уж критично. Уже, как видим, тыквы гниют. Приходится срезать все тыквы среднего размера. Срежем. Уже большие кабачки. Давайте возьмем вот этот кабак. А я все-таки думаю, что 44 сантиметра или 45, а весит 2 килограмма 800 грамм. Два с половиной. Ну ты был ближе, 2,5. 3-1. 39. Я была ближе. Итак, 3-2. 3-2. Тоже выиграет. Сейчас настал долгожданный момент. Остался большой кабак и еще больше. Сейчас мы с вами проверим. Но прежде чем проверять, мы сейчас будем делать некие предположения. Я думаю, что у этого кабачка рост 48 сантиметров, весит 4,5. А у того кабачка рост 42 сантиметра, вес 4 килограмма. 43. Весит 3 килограмма 200 или 300 грамм. В прошлом году гигантский кабачок был 46 сантиметров. Десят. Полметра. Полметра. Три 800, но все равно громадный. 50 сантиметров. Весит где-то 3 800, 50 сантиметров. Большой кабачок. Я скажу так, в этом году вырос огромный кабачок. 50 сантиметров. Я очень доволен. Дорогие друзья, проблема с бабушкой, к сожалению, не решилась. Мы не нашли собственника нежилого помещения, чтобы с ним поговорить. К сожалению, никто не помогает, ни управа, ни полиция, ни управляющая компания. Так и сверлит целыми днями и долбит. Долбит и долбит, сверлит и сверлит. Поэтому я вас прошу, пишите в комментариях советы. Я обязательно прочту и учту ваше мнение. Спасибо за обратную связь. Всем пока-пока.